Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью индийским СМИ, что хотел бы провести следующий, второй саммит по мирному урегулированию на Украине в одной из стран глобального юга. Приняла бы Россия участие в подобном мероприятии, если бы оно действительно проводилось бы в странах глобального юга? Спасибо большое. Следующий – это значит продолжающий какую-то инициативу. Инициатива там одна. Она начиналась как Копенгагенский формат, потом она преобразовалась в Бюргенштокскую конференцию, но суть у всех этих процессов – это абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира, так называемая, которую выдвинул Зеленский. Поэтому все, что находится в ряду мероприятий, продвигающих эту формулу как безальтернативную развязку, конечно же, только какие-то мечтатели на Украине, в Киеве, на Западе могут рассматривать как нечто, на что Россия, извиняюсь, клюнет. И речь идет именно об игре. Нас хотят поставить в ситуацию, когда мы клюнем на что-то, что устраивает Зеленского. Речь может идти, как неоднократно говорил президент, о переговорах, на которых никто никаких ультиматумов никому не выдвигает. Как это было в феврале 2014 года, когда Янукович, тогдашний президент, договорился с оппозицией под гарантией Франции, Германии и Польши о том, что они создадут правительство национального единства и проведут общенациональные выборы. На утро эту договоренность, честную договоренность, разрушила оппозиция при подстрекательстве Соединенных Штатов и других западных стран, которые тут же признали результаты этого кровавого антиконституционного госпереворота. Выполнили бы они ту договоренность, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, включая Крым. Дальше была договоренность в Минске в феврале 2015 года, одобренная Советом Безопасности. Вы знаете, как признались и Порошенко, и Меркель, и тогдашний французский президент Олланд, что никто из них и не собирался выполнять это решение Совета Безопасности ООН, причем решение, одобряющее документ, под которым все их подписи стояли. Нам нужно было выиграть время. Но тогда тоже были честные переговоры в Минске, когда сели и 17 часов президенты, канцлер обсуждали, договаривались, согласовывали все. Это было балансом интересов, если хотите. Но они и это не хотели выполнять. Теперь понятно почему. Так же, как в Стамбуле они не захотели выполнять договоренность, которая была парафирована. А причина этого заключается в том, что не нужна была честная договоренность ни путчистам в феврале 2014, ни Порошенко в феврале 2015, ни Зеленскому в апреле 2022. Нужна была исключительно бумага, которая излагает ультиматум. А расчет, там все-таки не все люди такие наивные на Украине. И, конечно, они понимали, что ультиматумы в наше время, да еще с Россией, это вещь совершенно бессмысленная. Но расчет-то был один. Им англосаксы и всякие Боррелли в Брюсселе, Урсулы фон дер Ляйен, Макроны из Парижа в один голос говорили: Украина должна победить Россию на поле боя. И мы делаем все, чтобы это произошло. То есть от нормальных, человеческих, основанных на общепринятых принципах переговоров, Запад Украину отваживает и делает все, чтобы Украина продолжала эскалацию, как они это называют, в надежде, теперь уже все больше и больше подозрений на этот счет появляется, в надежде, чтобы Россия чтобы у нас наступил срыв, и чтобы мы совершили нечто, что позволит Западу, как они считают, поменять шахматную доску. Не получится.
мы добьемся своих целей и добьемся своих целей таким образом, как сказал президент, которые будут максимально отвечать интересам, во-первых, сбережения нашего народа и, во-вторых, защиты тех людей, которых фашистский режим в Киеве объявил террористами, которых он лишил элементарных прав, включая право на свою религию, на вероисповедание, на язык и многое другое. Вот, поэтому спровоцировать нас не удастся. А все вот эти вот бюргенштоки и формулы мира, так называемые, ну, это от лукавого. Если Запад действительно заинтересован, потому что здесь дело не в Зеленском. Если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой уже сами европейцы стонут и страдают, то надо садиться за стол переговоров спокойно, без каких-либо бумажек в руке под названием «Формула Зеленского», и по-честному начинать разговаривать. Президент подтвердил, что мы к этому были готовы. Я сейчас привел 3 примера, когда мы поддерживали такие переговоры. Но теперь уже, когда трижды совравши, кто тебе поверит? Но посмотрим. Они должны сделать выводы.